я в составе Министерства обороны в новом правительстве, новые власти это рассматривают. И появляются сообщения о том, что на борту самолета были взрывы, а министр обороны сообщает, что вот у него есть доказательства, это его комиссия работает. И, конечно, намеки на то, что, ну, может, не вы лично, а ваши люди спровоцировали эту катастрофу или, в общем, ее провели. Слушайте, ну мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то вообще, ну несут как несуразицу. Напомню вам, что я был в то время председателем правительства Российской Федерации. И вообще к международной деятельности и к деятельности каких-то правоохранительных и специальных служб имело опосредованное отношение. Но не забывайте об этом. Первое. Второе. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались, какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда. Ну, наконец, третье. Не было там никаких взрывов. Это же изучено экспертами с польской стороны и с российской. Изучено внимательным самым образом, изучено все происходившее внутри салона самолета. Когда в кабину вошел некто и сказал, что, значит, пилот ему говорит, садиться нельзя, а тот ему отвечает, нет, я не пойду ему даже об этом докладывать. Ему кому? Президенту, видимо. Садись. Вот и сели. Ну, беда, катастрофа. Мы переживали вместе с вами. Нет, нужно накручивать там неизвестно на чем, на голом месте. Вот и с останками этого самолета то же самое. Значит, не нужно ничего придумывать. Если есть проблема и трагедия, надо относиться к этому как к трагедии. И не строить здесь каких-то политических домыслов. Ну зачем? Вы хотите просто дополнительно осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять какие-то внутри рейтинги для кого-то. Но мне кажется, что российско-польские отношения уже как бы поважнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор. Но переверните в конце концов эту страницу, повзрослейте вы в конце концов, станьте зрелыми, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и интересам польской нации и польского народа. Вот цепляние за эти проблемы, дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польши. Посчитайте, сколько потерь возникло из-за различных санкций, к которым Польша присоединилась. И сколько рабочих мест потеряно там. Сколько производств могло бы возникнуть, ориентированных на российский рынок. Нам от Польши ничего не надо. Мы хотим развивать отношения с Польшей. Надеюсь, что вот этот подход возобладает и в самой Польше.